Всем привет! Сегодня хочу вам показать мою идею апфельштрудель. Нам нужно 20 грамм масла сливочного растопить. Все, масло растопилось. Сюда добавляем 500 грамм яблок. И все это будем тушить минут 15. Время от времени помешиваем. Все, яблоки потушились у меня 15 минут на среднем огне. Теперь сюда нужно добавить 50 грамм сахара. Сахар зависит от вашего вкуса и от сорта яблок. Все, сахар тоже уже растопился. Все перемешалось. Начинка наша готова. Готовое слоеное тесто нужно сделать надрезы. Надрезы нужно делать парные. По краям не разрезаем. Все, я разрезала. Получилось у меня 14 штук. Теперь нам нужно одну с краю оставить полоску, а эту перекрутить. Вот так несколько раз перекрутили, чуть-чуть вот так придавить и следующую в эту же сторону перекручиваем. Теперь берем эти две перекрученные и вот так вот перекручиваем, чтобы в середине вот такой как кругляшок был. Слегка вот так прижимаем, перекручиваем следующую и еще одну. Теперь эти две между собой перекручиваем. И так до конца перекручиваем всегда в одну сторону. И теперь эти две вместе вот так перекрутить. Перекручиваем. Снова. И снова перекрутить их между собой. Между собой перекручиваем. И последнее. Между собой перекрутить их. Теперь нам нужно вот тут слегка придавить и вот этот следующий вот сюда придавить на этот. И так все остальные. И последнее сюда с края придавить слегка. Тесто должно быть оттаянным, но не так сильно, чтобы можно было и перекручивать свободно, и чтобы она не ломалась, если она не сильно разморожена. И если она сильно-сильно оттаяла, она тоже плохо тогда, когда перекручиваешь, слепливается.
Все, можно вот так вот палочкой слегка вот так придавить. И еще один покажу без перекручивания. Все, разрезали. Должно получиться парно. У меня получилось 16 вот таких полосок. Две крайние мы всегда оставляем. Крайнюю оставили. Следующие две просто вот так перекинуть. Берем следующие и просто перекидываем. Снова две перекидываем. И так делаем до конца. Вот тут немножко, чтобы кругло было. Или как-то уголком, как-то так. Снова перекручиваем. И последние. Последние две у меня получились. Последние две у меня немножко получились узкие, но это не так страшно. Теперь нам нужно слегка вот так вот эту, слегка не до конца, вот тут с краю прям слегка чуть-чуть вот так придавить. Следующие тоже так слегка придавить. Слегка вот так придавливаем. Потом на готовом уже с начинкой мы еще подправим, если нужно будет. Вот, получаются вот такие вот ромбики. Все, наши узоры готовы. Начинка наша пустила сок после того, как я добавила сахар. Я этот сок оставлю на дне и сверху понемногу буду выкладывать нашу начинку. У меня здесь было яблок не 500 грамм, по рецепту идет 500 грамм, я брала 400 грамм. Уже нарезанное, очищенное яблоко. По краям оставляем место и сильно толсто тоже не делаем. И смотрим, чтобы, если сок, то чтобы он по краям не намочилось, потому что потом плохо слипается. Слегка так придавливаем начинку. Все, духовку я включила, пусть греется. Теперь нам нужно собрать наши штрудели. Берем наш узор, выкладываем наверх. Ничего не растягиваем, просто выкладываем наверх. Теперь нам нужно это все придавить. Вот тут должны сходиться вот эти вот. Все. Теперь берем вилочку и вилочкой надавливаем и как бы размазываем. Можно и просто надавить. Тогда получится вот так. Мне нравится больше, когда вот так, как размазано идет. Вот так. И за счет того, что верхние местами у нас короче, верхние за счет узора, получается еще вот такой вот, как бы, еще волны такие.
Все, и так мы делаем со всех сторон. Тут сверху ничего не придавливаем, ничего. Вот так вот оставляем свободно лежать. Если только вот тут вот между собой вот так вот их соединить. Так не придавливаем их. Все, этот штрудель мы выкладываем на лист. Начинке, конечно, нужно дать хорошо остыть, чтобы она не была теплая и чтобы она у нас потом тесто совсем не размокло, не расклеилось. И так делаем с остальными. Все, я сделала все 3 штруделя. Вот так они выглядят. 2 одинаковых и 1 такой. Я поставлю в духовку. Программа вентилятор на 180 градусов. По времени нужно смотреть. И смотрите по своей духовке. Пока у меня пекутся мои штрудель, я покажу, как я делаю сироп. Сироп я всегда делаю на глаз. Сегодня я покажу вам примерно, сколько чего я беру. 50 мл воды. Можно сразу горячую, кипяток взять. Несколько ложечек сахара, штуки 3-4. И пару крупиночек кофе. Любой кофе, растворимый кофе. Кофе это она дает и вкус, и дает цвет. Это только один вариант сиропа, у меня их много разных сиропов. Смотрите в других видео. И потом, когда я испеку свои штрудель, еще горячими, я их смажу вот таким горячим сиропом. Вот это все я теперь перемешала и поставлю в микроволновку, ну, на минутку-две. Я буду смотреть, чтобы она чуть-чуть загустела. Или можно на плите довести до кипения, чтобы она не сильно жидкая была, но и не так сильно густая. Все, поставлю в микроволновку. Вот мой сироп. И этим сиропом я теперь буду смазывать мои штрудель. Вот такие штрудель у меня получились. Если вам понравился мой рецепт, готовьте на здоровье, пишите, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока, до скорых встреч!